Южный парк. Какого хрена? Что с графоном? Что с геймплеем? Я понимаю, что уже третий разработчик и новый издатель, но даже, Ubisoft во Fractured But Whole смогла удержать дух и идею палки истины от Obsidian. А студия Question что, только за Back to the Roots от Юбиков смогла зацепиться? И решила отдать дань уважения игре 98-го года? Может и мне тогда обзор в старом формате провести? Фу, гадость. Да, перебор. Короче, меня зовут Александр Виллисов. Я прошел триквел игрового Южного парка с подзаголовком Snow Day и готов поделиться всем, что у меня накипело. Snow Day, everyone! Ну и начнем со слона в комнате. Ого, ясно. Я в целом не против, когда 2D сериалы или мультики обретают объем. С большим удовольствием гонял в Симпсонов, кайфовал в Черепашках Ниндзя 2003 года, где игры пытались в стилек и более-менее интересный глубокий геймплей. И хотя Южный парк Snow Day на деле смотрится лучше, чем мне показалось в первых трейлерах, я с самого старта не могу отделаться от ощущения, что тут впихнули 3D чисто экономии ради, без какой-либо идеи. Причем жестким вайбом того, что игрой занимался один бедолага-энтузиаст, который недавно начал ковыряться в Unreal Engine, увидел прикольные эффектики и набросал побольше, чтобы красиво выглядело. Знаете, как в этих кринжовых роликах с канала Teaser Play, типа «Шрек, но игра в открытом мире». И вроде картинка прям вообще сок, крышеснос. Но смотришь на корявые анимации, нагромождение ассетов, одни и те же приколы тизеров, и только один вопрос возникает. И чё? А где душа? И вот и в Snow Day, не мэчится красивый графон с особым внешним видом сериала. А могли бы 3D и в стиль завернуть, во что-то наподобие такого. Но тут пришлось бы постараться, понимаю. Хотя просто добавляешь туда плоских персонажей и получаешь бодрый битэмап. Итоговое же 3D интересных решений в геймплей точно не привнесло. Но что-то я забегаю вперед. Об игровом процессе давайте позже. По итогу Snow Day как будто сама стыдится своей объемной внешности и пытается усыпить внимание, подкидывая классическое мультяшное интро. Знаете, как в мобилках, где тебе сначала рисуют аутентичный мультик, а потом получаешь... И ладно, это был бы какой-нибудь новый сюжетный игровой спин-офф. Но нет, игра с самого начала говорит, что это прямое продолжение легендарной Stick of Truth и не менее крутой Fractured But Whole. Естественно, всю телегу пытаются обшутить в том ключе, что новичок уже дважды становился OP, то бишь перекачанным, и поэтому ребята в третий раз перепридумывают правила своих приключений. А приключения у них тут... Ну это пи***ц какой-то. Вот, например, в двух предыдущих играх тоже все строилось вокруг детских приключений. Сначала в фэнтези стилистике, потом в супергеройской. Но на фоне творился кошмар, глобальные заговоры, полеты в космос, миллион отсылок. Было офигенно круто и интересно, куда тебя дальше заведет эта дорога приключений. Так вот, Snow Day, будучи триквелом, взяла и слила все это в унитаз. Получился такой пресный филлер, что просто ужас. Во-первых, опять возврат в мир фэнтези. Да боже, лучше бы сделали закос под экшен приключения Наруто, даже выдумывать ничего не надо. Во-вторых, весь сюжет строится вокруг того, что пацаны 3/4 игры быкуют друг на друга. В духе «Новичок, на нас хочет напасть Кайл!» «Нет, не хочу!» «Дураки, надо было победить Стэна!» «Да блин, не надо меня побеждать!» Ну хоть в финале проворачивается парочка типа твистов и появляется хоть какое-то глобальное зло. И на том спасибо. Плюс, знаете, я уже несколько сезонов как отстал от Южного парка. Думал, сейчас как наловлю незнакомых отсылок, героев, захочу посмотреть сериал. Но кого вспоминают в игре? Мистера Хэнки, блядь, персонажа 1997 года. Валютой в местном постапокалипсисе является туалетная бумага. Ну блин, помните рофл из эпохи коронавируса? Что, вам в 2024 до сих пор не смешно, что ли? А единственной более-менее актуальной шуткой стал... Сейчас перемотайте по тайм-коду, если не хотели спойлеров. Как будто кому-то не насрать. Но самых неженок предупредил. Так вот, финальный босс тут это Шайса Хулут. Ну поняли, типа червь из Дюна, но какашка. Вот ржака-то. Да и в целом у игры мощное рождественское настроение, и мне непонятно, какого хрена она в марте-то вышла. Как будто ее не успели доделать к праздникам, прошлогодним, и решили и так сойдет. Нет, в Астане зима, конечно, задерживается, но все равно это сильно влияет на ощущение, что проект получился, как говорится, outdated. Ну и юмор тут тоже даже по меркам Саус Парка очень посредственный. Тупые шутки про игровые условности. Но помни, что ты настоящий новичок. Ты тут-то важен, окей? Ты большой пес. Устаревшие кеки. Your army won't help you, Cartman! You're gonna die today! What did you say? I said you're gonna die today! What's your name? What? What's your name? А забавные гэги быстро стираются из памяти на фоне общей кринжи и утомительного геймплея. Да, давайте теперь пропесочим игровой процесс. Тут тоже есть где развернуться. В основе своей игровой триквел Южного парка это экшен-рогалик.
Через хаб путешествуем на миссии из нескольких в основном не связанных локаций, где месим орды мобов и получаем рандомные усиления. И прежде чем я раскрою рогаликовую механику, позвольте побомбить на боевую систему. Тут снова возникает жесткое ощущение, что разработкой занимался одинокий бедолага, который щупал игры последний раз, ну дай бог, лет 20 назад. Как бы база боевки в целом приличная. Есть кнопка основной атаки, которую можно зажать и нанести особый удар, есть дальнобой, прыжок, кувырок, бег, чё еще для счастья надо? Но если ты в последний раз играл в экшены для детей времен эпохи PS2, держите наглядный пример, как можно обосраться и тут. Значит, на каждой арене на тебя высыпают натурально десятки врагов. Дальнобойная атака чаще всего идет нахрен. Если выстрел не заряжать, урона мало. А боты тут жирные, как Картман на Майсе. Я не жирный, я набираю форму. У лука отстойная сенса и дурацкий зум для меткого выстрела. Волшебная палочка по какой-то долбанутой причине постоянно мажет мимо зоны поражения, если вы вдруг захотите пошевелиться. Разве что огнемет норм. Но все равно в основном бои проходят на ближней дистанции. И чем нас тут решили порадовать разработчики? Одним комбо. Представляете, как я заебался к концу прохождения кликать по одной кнопке? Еще на какой-то хрен при критах и при добивании мобов в игру добавили хит-стопы. Но это когда анимация удара замирает. В файтингах, например, позволяет игрокам лучше чувствовать связки ударов, но вот даже в последней МКшке с ними перестарались. Михаил, эксперт по игре, не даст соврать. Зачем они в Южном парке? Да мистер Хэнк его знает, но бесит жутко. Особенно, когда открываешь третье оружие ближнего боя, где каждый удар — это крит хит-стопом. Офигенное слайд-шоу, спасибо, больше использовать не буду. У второго оружия, меча щитом, тоже есть особо одаренная проблема. Зажатие кнопки удара активирует щит, который персонаж выставляет вперед. А персонаж всегда смотрит вперед по направлению камеры. Прикиньте, как удобно правой рукой зажимать кнопку и ей же крутить стик. Видимо, создатели поняли проблему и повесили альтернативную кнопку удара на правый курок, что немного помогает, но есть другая проблема — бег. Пока будешь бэктрекать по локации за лутом, заколебешься зажимать кнопку B и вращать соском. И хотя раскладку можно изменить, прям удобно сделать не получится. Придется перекидывать скилл на другую кнопку, короче, самому себе придумывать quality of life штуки. Хотя можно было просто дать персонажу бегать на все 4 стороны. Зачем эта привязка к камере? Это ж не шутер в конце концов, а практически битэмап. Ну как можно было обосраться на таком ровном месте? В итоге 2 кинжала и огнемет имба. А потому что оружия больше нет. Всего по 3 варианта для ближки и дальнобоя. Пахнет офигенной реиграбельностью в рогалике, правда? Зато обладателям делюкс издания или DLC дали по еще одному варианту оружия. Отличная идея! Но я не дурак, и так за базу целых 7500 тенге отдал. Извините, без VIP-контента на сегодня. Ну хотя бы спецприемов 8 штук нагенерили. Они расходуют шкалу раздраженности, которая быстро восполняется, пока ты бьешь врагов. Есть забавности, в которых хочется поковыряться. Тут тебе и кошачья моча, которая противников на твою сторону временно переманивает, и щиты, и рывок громилы из Left 4 Dead, и снегомет. Правда, если вы играете один, да, игра ориентирована на кооп, без людей с вами бегают боты, то рискуете остаться без порой критически важной способности хилиться через тотем. Или без пердежной тяги не доберетесь до сундука с лутом. Вот, видимо, как тут пытались повысить реиграбельность. Хотя в первую очередь на реиграбельность должна влиять рогаликовая система. Значит, смотрите. Перед каждой миссией вы и противник разыгрываете по несколько карт. Первая категория — это апгрейды. Усиливают оружие или способности. Ну, знаете, чтобы кинжалов со спины били на 75% сильнее, или чтобы фаерболок оставались по 3 штуки за раз. Есть прям полезные бафы, с пассивными хилками, щитом во все стороны, повышенным уроном, в общем, суть поняли. Помимо карточки на старте, бафы можно взять у Джимми один раз на локации и усилить их за собранную туалетку, ну или если найдете золотой сундук. У врагов карточки работают похожим образом. Апгрейды позволяют то по 3 стрелы за раз пускать, то хилиться, то травить героя, то поджигать. Кстати, в игре есть механика тушения себя в специальных сугробах. Прям понадобилось за игру, ну может пару раз. Вражинам дали где-то штук 20 карточек с бафами. И если апгрейды для игрока местами прям решают, то вот от злодейских разницы я особо не заметил. При этом-то увлекательнейшем геймплее. Ярче запоминается вторая категория — карточки дерьма собачьего. Но это ж Южный парк и лоу-кек, карточки bullshit. И вот тут уже их важность проявляется наоборот больше у врагов, потому что смотрите, по сути это ульта с ограниченным количеством применений. Заряды можно откатить, если найдете на уровне Имарику. Карточек всего 7, и многие из них звучат куда круче, чем работают на самом деле. Казалось бы, лазер из глаз, мощно. Но хорошо, если вы хотя бы одного жирного моба успеете распилить. Эффект длится буквально пару секунд. А если думаете, что ульта на супер увеличение сделает что-то в духе, то получите... Разве что метеоритный дождь выглядит красиво. А вот у противников совсем другое дело. Тот же дайские мечи им выдадут, то заставят тебя пердеть бомбами.
то вместо оружия подсунут резиновую палку с единицей урона, то снаряды превратят во взрывных мобов. И все это либо долго длится, либо вообще действует, пока не убьешь конкретного противника. Короче, механика веселая, очень дерьмособачья, но какого хрена разнообразие и долгий эффект только у врагов? И остальные элементы тоже вызывают вопросы. Вот взять противников. Их видов кот наплакал. Ну или нассал, раз мы в Южном парке. В основном мы просто избиваем детей. Да, вроде есть разные подвиды, лучники, там невидимки, мелкая пыль, обычная, щитовики. Но с этой одноклеточной боевкой разницы ты особо не ощущаешь. И просто долбишь мясо, которое постоянно издает какие-то комментарии. Разве что старшеклассники хоть немного запоминаются, и взрослые, которые появляются под конец. Но и то, потому что они еще жирнее, игнорируют обычный урон и постоянно хватают тебя. Ах да, с комментариями неписи связан отдельный проект саунд-дизайнеров. Вот послушайте фрагмент геймплея. Ничего не смущает? Да, на кой хрен вообще надо было приглушать музыку при любой реплике неписей? У меня под конец прохождения, когда боты в очередной раз месились где-то на другом конце Скайрима, натурально начала болеть голова от такого диджейства. Боссы, которые ждут в конце каждой из 5 миссий вылазок, тоже не особо прикольные. Нет, анимешная принцесса Кенни это весело, но ковырять их то еще удовольствие. Тот же Кенни постоянно летает, спамит говном, Кайл телепортируется, Стэн скачет по арене. Никакого лока на врагах нет, стрелять неудобно. Пытайся подобраться и затыкать ближкой. Вместе со смешным уроном и огромной полоской хп, файт превращается в затянутое уныние. Локации тоже пятикратно переваренный кал. В Палке Истины и The Fractured But Whole у тебя был целый, город. Куча узнаваемых локаций, даже Канаду с космическими кораблями и прямыми кишками завозили. А тут рандомные кусочки снежных улиц. Красиво, спору нет. Но знаковых интерьеров ужас как не хватает. Причем отдельные этапы в миссиях, где не происходит сюжетного движа, еще и рандомно тасуются. По ощущениям есть буквально пара-тройка вариантов. Там вообще безликая хрен пойми чё. Ну то есть еще больше филлеров в и без того слишком филлерной игре. Хоть механик немножко подвезли. То надо какой-то предмет дотащить, то из пушки шарами от боулинга бахнуть. Самое яркое, что было, зажигание сигнальных костров с перетаскиванием огня от бочки к бочке. И побег от огненного самосвала. В остальном одноклеточная дрочь и еще раз дрочь. И вот вы скажете: Уэс, ну чё ты доебаться до тупой поигрулькой для детей? И будете отчасти правы. Но, когда я в последний раз проверял, сериал не был рассчитан на возраст 3+. Да и последние два проекта дарили масштабное, комплексное приключение на десяток с лишним часов, с лихо закрученным сюжетом, кучей отсылок к сериалу и классными шутками. Мне как фанату тупо обидно получить такой недоогрызок за $30 с всратым игровым процессом, геймдизайном из нулевых и филлерным сюжетом, которого едва ли хватит на один эпизод сериала. Знаете, сколько у вас займет прохождение Snow Day? Часа 3, ну 5 максимум. Я прошел за 7, но только из-за того, что пылесосил все дерьмо в надежде найти интересный контент. Ну и пару раз переигрывал уровни, залезая в хард-сложность с тупыми ботами. Возможно, будь эта игра каким-то левым новым игровым спин-оффом, я был бы к ней менее строг. Или если бы играл с друзьями. Ну пойди найди дураков, которые захотят с тобой пройти Snow Day. Технически кооп правда может сделать игру чуть веселее, за счет того, что вы набор перков грамотный соберете, плюс в начале раунда будет больше карточек с бафами. Но пресный геймплей это никак не исправит. А когда вы пройдете весь сюжет, даже заняться толком нечем будет в игре с роуглайт элементами. Все, что предлагают разрабы, это квест от какой-то чекули в духе «убей столько-то конкретных врагов», за выполнение которых вам отсыпят особых монет для кастомайза. Нет, ну может в DLC спрятан какой-то прям капец увлекательный режим для переигровки. И оружие там прям классное, и бонусная косметика супер топ. Но проверять я, конечно, не буду. Мне хватило и базовой кучи дерьма, который после двух изумительных проектов я могу поставить только мусор. Хотя чё я, игра же сама всю дорогу озвучивала правильную оценку. Короче, если хотите нормального Южного парка, пройдите старые игры. Да лучше в мобильную карточную гача-дрочильню поиграйте. А если вам прям вот хочется свежий сюжетный кооп, честное слово, на фоне этой игры даже Suicide Squad выглядит как более приличный вариант. Пресную и примитивную Snow Day лучше закопать на заднем дворе. Зима-то уже прошла. На этом у меня все. Еще услышимся на Stop Game.